Криптоэнтузиасты, максимальный день вам в хату. Может быть такое, да, что криптовалюта, допустим, и не будет расти, но максимальный позитив вам нужен. Максимальный вам желаю позитив, потому как сегодня самый прекрасный день. Ну, может он и не прекрасный, я смотрю, у меня на улице снег лежит, это просто трэш, середина апреля. Ой, ну так, что у нас? Биток 8,6%, эфириум 13,4%. Видно то, что на данный момент уже больше преобладает, конечно же, рост эфириум, чем биток. Ну, в принципе, роста еще особо никакого не было. Вчера у нас были новости, то, что Трамп дает паузу, и рынок отреагировал. Рынок отреагировал, но не так, как хочется, конечно же. Давайте мы посмотрим. Биток у нас на данный момент так и не может пробить нисходящую трендовую линию. Здесь у нас формируется такой вот нисходящий клин, но он зачастую пробивается вниз. Будем ли мы идти еще в нижнюю часть клина, тоже непонятно. Мы это увидим хотя бы к закрытию этой недели. Сегодня у нас четверг, там у нас еще остается пятница. Посмотрим. На часе мы здесь сформировали такое неплохое двойное дно, острое донышко, потом восстановились закругленное и пришли к трендовой линии. Опять у нас здесь тест. Здесь у нас был тест трендовой линии, это было 2 апреля с пробитием. Не удержали ничего и ушли опять ниже. Посмотрим. Тут у нас опять же, конечно же, тест трендовой линии. Хотелось бы увидеть уже все-таки пробитие этой трендовой линии. Она у нас уже берет свое начало еще с момента инаугурации Трампа. Смотрите, с 20 января. И биток с 20 января просто показывает слабость. Но, как говорится, Трамп дал всем возможность шортануть рынок, потому как при Байдене этих возможностей, можно сказать, не было. Вот так вот, в принципе. Будем наблюдать. Может быть такое, что здесь все-таки пробьют эту трендовую линию и будет восходящий тренд. Тренд на криптовалютах тоже сменится. Итак, благодарочка вам. У нас здесь поправляется ситуация. Было 87%. Сейчас на данный момент... извиняюсь, 47% было. Сейчас на данный момент 48%. Большинство людей с подпиской смотрят мой канал уже, в принципе, 48%. Но нужно поднажать. Нужно поднажать с подпиской, потому как нужно здесь исправить. Без подписки смотрит 51%. Ну что это такое? Что это такое? Давайте это все мы дело исправим. Видно то, что у нас капитализация чуть-чуть увеличилась. Было 2 триллиона 350 миллиардов долларов. Ну, сейчас с капой здесь немного чуть поправили ситуацию. Все равно это, конечно же, не те значения, которые хотелось бы увидеть бы. Мы тут, в принципе, ванговали весь 24 год и по психологии, и по математике. Видно, что в криптовалюте в этом цикле уже это все не работает. Цикл у нас полностью сломлен. Уже не так, как было когда-то. Дальше, что у нас по доминации битка? По доминации битка мы на данный момент тоже пробили нисходящую трендовую линию, которая берет свое начало еще с 2017 года. И в принципе находимся в новом интересном блоке. Это 63,5%. Будем ли мы здесь долго ходить? Но буквально смотрим то, что с 7 апреля у нас биток потихоньку начал расти, а доминация потихоньку начинает падать. Это всего-навсего маленькая локальная ситуация, но там на протяжении 2 дней. Нам нужно посмотреть глобально хотя бы недельки 2. Будет ли у нас рост битка на снижении доминации? Это, конечно же, мы не знаем. Но это самый положительный сценарий для альткоинов. Если в дальнейшем биток разворачивается и растет выше, чем 100 тысяч долларов, снижается доминация биткоина, и в этот момент мы сможем увидеть рост битка вместе с ростом альтой. Вместе с ростом альты, вернее. Посмотрим за этим, понаблюдаем. Также у нас индексы на данный момент уже показывают интересные движения. DXY, индекс доллара, мы видим то, что продолжает ослабеваться. Вот буквально эта неделя у нас тоже здесь закрывается красная. Если мы глянем так на дневке, сегодня тоже у нас все здесь красное. Идем в рамках нисходящего канала. Вот у нас есть канал, и мы идем в рамках этого нисходящего канала. Тут у нас пошло небольшое замедление. Может быть такое, что мы здесь и закончим, конечно же, снижение, но хотелось бы увидеть, ну, хотя бы в диапазоне 97 пунктов.
Вот 97 пунктов бы снизились бы еще, было бы вообще шикарно. Но тут осталось немного, буквально 5%. Было бы неплохо увидеть снижение еще 5%. Это было бы очень положительно для крипторынка. Также на фоне вот этих вот всех действий Трампа мы увидели сильную коррекцию на фонде. У нас здесь неделька. Мы видим то, что Dow Jones у нас потерял в моменте просто-напросто 18%. А это довольно-таки хороший трэш. Хороший трэш, потому как фонда теряет такие движения. Тут уже нужно спасать фондовый рынок. Они не дадут, конечно же, убить фонду. И, по всей видимости, начнут делать смягчение по поводу ставки. У нас аналогичная ситуация была в 2020 году. Смотрите, здесь даже намного ниже опустились. Это у нас был коронадамп. Здесь у нас 37%. Еще у нас была вот такая вот медвежка. Тут, конечно же, нужно пристально наблюдать за фондой, потому что если фонда уйдет на медвежку, то в принципе, и крипторынок тоже пойдет на медвежку. Вот у нас медвежка, смотрите, декабрь 2021 года мы снижались так вот постепенно. И ушли на медвежку вплоть до сентября 2022 года. И тогда фонда развернулась и, конечно же, потянула за собой биткоин. Здесь у нас было снижение на 22%. А сейчас у нас снизились мы на 18%. В принципе, та же самая медвежка, только очень быстро все здесь произошло. Самое главное, чтобы мы быстро здесь восстановились, как это было на коронадампе. Вот у нас снижение и быстрое восстановление. Эта неделя здесь закрывается, по всей видимости, положительной. Быстро все откупили, поглотили. Очень здесь все шикарно выглядит. Самое главное, чтобы здесь ничего не останавливалось. И фонда, конечно же, дальше поперла. Аналогичная ситуация у нас и на S&P 500. Но здесь не такое сильно хорошее движение с поглощением. Давайте на дневке посмотрим, что у нас здесь. Сегодня у нас S&P 500, в принципе, начал реагировать хорошо. Если мы посмотрим на 4-часовике, буквально с ночи, с 3 часов ночи начали все это дело откупать. И в принципе, если мы посмотрим глобально, что у нас творилось на S&P 500, вот такая вот неделька тоже с поглощением. S&P 500 у нас был сильно перегрет, конечно же, в феврале 2025 года. Просился тоже на коррекцию, но вот у нас все это дело снизилось. И Трамп дает у нас пост. Это самое благоприятное время для покупок. Конечно же, крупные дяди сейчас здесь подключатся, будут это все дело откупать. Они любят такое вот дело откупать. Они в основном фондовый рынок и откупают на таких проливах. Они его и делают, этот пролив, для того, чтобы откупить фонду. Они не покупают где-то вот здесь вот. Потому как здесь выхлоп, смотрите, будет, 27%, да. А если бы они на вот этом крэше взяли бы, то здесь уже выхлоп получается 120%. Как все быстро меняется. 27% и 120%. Где лучше рисковать? Конечно же, рисковать на проливе, чем где-то там на росте. Вот так, в принципе, крупные дяди и работают. Здесь у нас тоже есть хорошее поглощение. На S&P 500 мы скорректировались на 20%, и это, в принципе, аналогичная коррекция, как и было у нас, смотрите, как на медвежке было, здесь 23%, здесь было 23%, только здесь мы длительный период времени снижались, а здесь быстро снизились и откупились. Так что будем надеяться на том, что у нас быстро здесь все произойдет, быстро все дело откупят, и фонда за собой потянет, конечно же, биток. Трамп, конечно же, устроил сильнейшие качели. Крупные дяди любят такие качели, потому как при Байдене здесь была волатильность минимальная. Также мы можем посмотреть индекс волатильности, и он просто здесь зашкаливал практически. 60 пунктов, довольно-таки неплохо. В августе 2024 года у нас тоже был, индекс волатильности показывал сильнейшее волнение. Это как раз выступление Дональда Трампа. Тут мы пришли к практически таким самым значениям. Если мы посмотрим на недельки, волатильность у нас была особенно знатная на коронадампе. Март-апрель 2020 года. И вот у нас 2008-2009 год. Практически по волнениям мы пришли к
коронадампу, это раз. Второе, когда был всемирно известный кризис, конечно же, вот у нас 60 пунктов. Ну, максимально зашкаливали мы, конечно, это на кризисе и на коронадампе. В принципе, вот так вот. Ну, довольно-таки неплохая волатильность здесь у нас получилась. Вот у нас было сильнейшее в августе 2024 года, ну, и тут у нас уже апрель 2025 года. Встряснули, конечно, они рынки. Я думаю, что в дальнейшем у нас будет продолжать расти, конечно же, криптовалюта. Хочется, конечно, чтобы оно росло. Будем на это надеяться. Будем надеяться то, что у нас эфир покажет, конечно же, хороший тренд, потому как, ну, конкретно он скорректировался, особенно доминация эфириума сильно упала, и тут уже два пути по эфиру. Или он будет скамиться и полностью посунет место на всем крипторынке свое второе знаменитое, отдаст свое серебро. Или, конечно же, он наберет обороты, и мы увидим тренд по эфириуму. Я думаю, что экосистема эфириума тоже, конечно же, пойдет за эфириумом. Будем на это надеяться. Осталось еще недолго по цикличности, но это примерно осень 2025 года. Потом уже, конечно же, должна быть по-любому медвежка. Сейчас некоторые тоже говорят, что сейчас медвежка, ну, с такими показателями уходить на медвежку, я думаю, что это будет глупо. На данной прекрасной ноте поддерживаем канал лайками, подписками, комментариями. Будем заканчивать. Всем желаю мирного неба, всем пока, до связи.